Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня у нас рецепты от наших зрителей. И эти рецепты против вредителей и, кстати, и болезней, по словам наших зрителей, которые уже использовали эти рецепты. Против вредителей, против болезней настои из чеснока. Очень важно. Ну и у нас есть зрители, которые находятся в очень дальнем зарубежье, и там нету никаких средств для защиты растений. Абсолютно. Поэтому просят помощь, оказать помощь, чтобы им одолеть вредителей на огурцах, на томатах и на других растениях. И сегодня уже проверенный, я знаю этого человека, Наталья с Измаила. Она готовила чесночный настой, и у нее очень хорошие результаты получились в саду и с овощами. Итак, что нужно для этого? Наталья, благодарим, во-первых, за то, что вы нам помогли вот этот рецепт дали записать. Так, Наталья приготовила вот такой очень интересный чесночный настой против паутинного клеща, тли и других вредителей для своих растений. У нее еще были стрелки чесночные, поэтому она взяла 400 грамм чеснока, 200 грамм чесночных стрелок. Я перевела это на чистый чеснок, это 500 грамм чеснока. И этот чеснок и измельчила через чесночницу или через мясорубку. Что у вас есть? Измельчаете мелко-мелко, укладываете в 3-литровую банку стеклянную и заливаете вот эту смесь чесночную 2 литрами кипятка. Остывает чуть-чуть и закрываете крышкой пластиковой, заносите в темное место и оставляете на 3-4 дня. И через 3 дня уже можно начинать, если нужно чуть-чуть, можно подождать, можно 3-4 дня. Инсектицид готов, причем не только инсектицид, но и фунгицид. После этого настоя растения очень себя хорошо почувствовали. Это лечебный такой настой. Кстати, далее надо обязательно до конца довести рассказ Натальи. Вот этот настой процеживается и берется, получается 2 литра. И 1 литр настоя вот этого чесночного нужно развести в 10 литрах воды. Получается в общем объеме 11 литров. И опрыскивать только вечером, поздно вечером растения, несмотря на то, что это настой из чеснока. Получается, что вот этот рецепт из 500 граммов чеснока достаточно на 20 литров воды. Вот если нужно 20 литров для опрыскивания сада различных растений, используйте вот этот раствор. Кстати, еще один важный момент. Нужно для приготовления вот этого настоя здоровый чеснок. Для приготовления чесночного лечебного настоя, инсектицида, фунгицида необходимо иметь здоровый чеснок. Больной чеснок, ну, что он может помочь здоровому или больному? Нужен здоровый чеснок. Вот я уже себе подготовила. Но я буду использовать рецепт Натальи чуть позже. А в первую очередь мне срочно надо уже завтра. Поэтому еще одна наша зрительница вот такой рецепт нам дала для того, чтобы приготовить срочно раствор и против вредителей. Что нужно для этого? Вот это суточный настой, мне на завтрашний вечер надо, поэтому сегодня вечером, 6 июля, я его готовлю. Беру 200 граммов, я уже взвесила, вот, 200 граммов чеснока. Вот эту шелуху сейчас буду очищать и буду измельчать. Ну, давайте я вам покажу, как я это буду делать. Очищаю чесночные зубчики. Вот это, кстати, тоже очень хорошо. Мы не выбрасываем. Очищаю от вот этих рубашечек 200 граммов чеснока. Ну и еще хочу сказать сразу же, что действительно чеснок это всегда было лечебное средство для человека. Просто-напросто
каждый день по одному зубчику, и можно быть все время здоровым и укреплять свою иммунную систему. Поэтому думаю, что наши зрители правы, что используют вот этот чеснок. У нас не было чеснока, был молодой чеснок. Стрелки я использую для семян. Развожу сейчас особый перспективные сорта чеснока. Все равно буду оставлять, у меня 3 сорта. И 4-й это старый свой. Поэтому у меня есть возможность вот эти свои сорта использовать для того, чтобы приготовить вот такой чесночный настой против вредителей. Ну и сделать хорошее благое дело для растений, потому что нужно укреплять иммунную систему. Ну и мы проведем эти обработки для того, чтобы уже, ну, видите, ситуация такая сейчас в мире, что неизвестно, что будет завтра и как это все будет работать, поэтому нужно приготовиться к тому, что мы должны использовать абсолютно все доступные нам средства, препараты, какие-то продукты, овощи, то, что когда-то пользовалось нашими предками и приносило пользу. Поэтому надо учиться сейчас восстанавливать эти знания. Я очень благодарю всех наших зрителей, кто спрашивает, кто предлагает свои рецепты. Мы вам очень благодарны и сами будем пользоваться. Конечно, проще всего взял, развел инсектициды, очень сложное слово, и, естественно, обработал. Добавил туда чего-нибудь еще. Кстати, вот сюда нужно будет добавлять и хозяйственное мыло, или же нужно добавить сюда, я думаю, что шампунь лучше добавлю, или просто жидкое мыло, потому что мне не нравится хозяйственное мыло, нынешнее его качество. Вот поэтому мы вот так сделаем к чесноку, добавим прилипатель. Живой прилипатель, я думаю, что не надо будет добавлять, потому что тот прилипатель может погибнуть от этого инсектицида. Он предназначен именно для живых бактерий. Фирма это все продумала, испытала. Ну что ж, мы завершили почти что очистку. Ну, а теперь нужна помощь мужских рук. Александр Федорович сейчас измельчает через чесночницу весь вот этот чеснок, все 200 граммов. Вот таким образом. Обязательно нужно измельчать. Это обязательное условие. Тогда быстрее и качественнее будет отдача от вот этих чесночных зубчиков в воду. Ну что, уже приготовлен чеснок, измельченный. Смотрите, снова же рубашечки все, обверточки чеснока. Все отправляем сюда, в ведро. Сюда водички. Чеснок такой хороший в этом году, крепкий. Кстати, и еще хочу добавить, одна из наших зрительниц рассказала такую историю, что она готовила вот такой раствор из китайского чеснока, и у нее эффект не очень хороший получился, поэтому вот я перемешиваю хорошенько. Поэтому нужно чеснок местный, там, где вы живете. Можно даже купить, если нет своего. Но обычно у всех огородников есть чесночок. И он имеет вот эту защитную основу. Особенности такие у чеснока хорошие, что он отдает эту энергетику, местную энергетику всем растениям, земле, вот на этой местности. И потом же мы выращиваем не так, как в Китае, там по особым ускоренным технологиям, с большим количеством различных химических веществ, удобрений. Поэтому нужно использовать вот такой домашний, хороший, здоровый чеснок. Все, я перемешала. И теперь накрываю крышкой. Накрываю крышкой, и здесь будет находиться, можно будет перемешать еще утром, будет находиться до вечера завтрашнего дня. Мы видео будем снимать, то есть показывать утром, то есть сегодня вечером мы уже откроем и будем процеживать. Итак, 24 часа настаивается, процеживаем
и не разбавляем, а опрыскиваем вечером все растения. В чем прелесть этого раствора? Что 200 граммов чеснока, 10 литров воды. Все. Оно себе измельчили, процедили и никаких других добавлений. Вот именно вот это количество очень хорошо работает для того, чтобы этот настой сработал против вредителей и дал оздоровление нашим листикам, растениям, которые мы будем обрабатывать. Ну что ж, я очень благодарна, вернее, мы очень благодарны, наши зрители, за то, что вы задаете вопросы, за то, что комментируете и делитесь своим опытом. Это очень хорошо, когда мы будем друг другу помогать и, естественно, будем выходить из этого сложного положения, которое сейчас нам климат предоставляет. И, естественно, мы выживем, и не только выживем, но и станем победителями в этой ситуации. Всего самого доброго, до новых встреч в новых видео.